Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня у нас в гостях профессор Московского энергетического института, доктор технических наук Евгений Геннадьевич Гашо. Добрый вечер, Борис Леонидович. Добрый вечер. В одной из наших передач мы мимоходом коснулись такого замечательного термина, как альтернативная котельная. На мой взгляд, это просто прекрасное изобретение, которое принесло России невиданное количество пользы, но поскольку об этом почему-то в последнее время мало пишут, видимо, чтобы восторгов было меньше, а то просто чепчики в воздух бросают и так далее. Что это такое? С чем это едят? Для чего это было? Я уж не спрашиваю, кто придумал. Понятно, что умный человек. Прежде чем вернуться к этой субстанции, да, мягко говоря, надо небольшой маленький экскурс все-таки сказать, что, собственно говоря, понятно. Значит, в теплоснабжении, как и в других всяких ресурсоснабжающих, ресурсообеспечивающих, да, нашу жизнедеятельность систем, в последнее время, живя в капитализме, а это почти 35 лет мы к этому уже в этом находимся, да, естественно, встает вопрос о тарифах. Вот раньше он почему-то не вставал этот вопрос, раньше как-то почему-то в социализме всего на все хватало. Мы даже не помним, сколько мы платили за отопление, сейчас если начинать вспоминать и так далее. Да? Безнадежно, киловатт-часы. Да, и так как всего на все хватало, там все говорят, что вот это там треклятые коммунисты, там все, не думали об энергосбережении, ни о чем не думали, а так вот почему-то миллиард жилья за 20 лет возвели без большого роста топлива, потому что работала система теплофикации, ТЭЦ, совместное производство теплоэлектроэнергии, и эта экономия, на эту экономию, кстати сказать, очень здорово развивалась страна. Ежегодно мы экономили 30 миллионов тонн условного топлива. Это, на секундочку, Москва. То есть ежегодно мы могли вводить Москву за счет этой экономии. Представляете, Борис Ильич, масштабы этого, да, вот 60-е, 70-е годы. И это так и было. Действительно, такой рост, собственно говоря, и был. Разного жилья, безусловно, разного. Как его сейчас называют, предварительные хрущевки, брежневки. Жилье разное. И сталкиваясь со счетчиками тепловой энергии примерно эти же 25 лет, да, мы видим, что жилье абсолютно не хуже там, финского, немецкого, там, как раньше думали в 5-6 раз, а так немножко на 25-30%. Где-то есть лучше здания, чем финские и так далее. Тарифов стало не хватать. Для этого сначала говорили, что у нас дома дырявые хуже в 5 раз. Чтобы обосновать, чтобы тариф был больше, чем в 5 раз, да, значит, надо что-то придумывать здесь, говорить, да, вот тариф был. Сети у нас дырявые, 70% потерь, и прочие разные вот эти все байки, они длительное время ходили, особенно когда запускался закон об энергосбережении, и там всего внутри него было очень много всего разного. Но, тем не менее, конечно, теплоснабжение оставалось такой, терра инкогнитой, да и сейчас еще остается терра инкогнитой в значительной степени. Это мы вернемся. Да, вернемся к этому. Поэтому всегда был вопрос тарифов. В 2010 году инженерное сообщество впервые в российской практике законодательной, вопреки воле правительства, 10 лет пробило закон о теплоснабжении, в котором было написано, что главная цель развития теплоснабжения и цель закона – это, с одной стороны, повышение эффективности, надежности, экологичности, с другой стороны, это доступность и такая, как это сказать по-русски, если перевести, доходность капитала, чтобы обеспечить. То есть, если вы возьмете кредит в банке, а сейчас это делать наиболее успешно, хорошо, так процентов под 35 можно взять кредит на то, чтобы переложить трубы, то весь этот кредит вы в этом банке можете смело вписать в тариф, и никто там не квакнет. Это значит, что тариф у вас вырастет. Это так, ерунда, процентов на 50, 60, 70, 80 легко. И это все будет обосновано. Вот закон повелел, помимо технической надежности, еще обеспечить экономическую. Равноценность, равнозначность этих подходов, да, чтобы была доступность, но с другой стороны, чтобы бизнесу было здесь легко. Да? А бизнес как легко? Мы же любим, маржу все любят, 30-40%, хорошая такая маржа, за 10-то никто не работает. Поэтому наворачиваем 30-40, чтобы соответственно, гигакалория у нас подросла и стоила столько. Но первый раз, когда эта вакханалия пошла, которую никто не мог остановить, и президенту доложили, это какой-нибудь там 3-й, 4-й, 5-й год, то был первый окрик оттуда, и начали собирать, контролировать наконец. Жилинспекции всполошились, там еще там контрольные органы. А потом второй,
То же самое рост, и, наконец, Федеральная служба по тарифам взялась за это дело, и вот все проконтролировала, собрала данные и сказала, что на самом деле вот так, так и так. И тут начали тарифы резать. Говорит, слушайте, вот у вас 4 футбольные команды и 2 хоккейные входят в тариф. Может быть, давайте одну футбольную берем, тем более, что это если в Сыктывкар. И там 2 пансионата, один у вас в Анапе и один на острове Маврикий пансионат содержания входит в тариф. Это оставим только сборную. Оставим только сборную, да, по хоккею с шайбой на траве, например, да, вот оставим. Ну, я, может быть, и утрирую, но на самом деле много было всего в тарифах, поэтому это начали потихонечку урезать. Ну и, конечно же, тариф состоит из чего? Это по затраты на топливо, на секундочку давайте посчитаем, это 35-40%, да. И все остальное дальше, естественно, труд людской, да, безопасность, трубы, электричество, вода, масло, другие запчасти, ГСМ, амортизация. А вот дальше самые интересные статьи получаются. Вот то самое, банковское, это вот, которое вы взяли в банк. А зачем вы взяли? Ну, сеть переложить, горелку поменять, у котельной, значит, покрасить котел, дырки заделать, да, насосик поменять. Вот на это нужна денежка. Денежка бралась, ну, из банка какой был, да, и вот эта штука может вырасти очень сильно. И тут тоже опять все полезло. А президент планку достаточно жестко, слава богу, установил, которую поднимать нельзя. И вот в результате, да, закон вывел несколько типов моделей роста тарифов. Самая простая модель, мы сейчас ее разобрали. Затраты, к ним прибавляется какая-то, значит, твоя прибыль. Амортизация и прибыль. Не 40 там, да, понятно, что какая-то разумная, 10-12, и пожалуйста. И либо другая модель, это вот, условно говоря, тариф 99 года плюс, значит, эти все модели инфляционные, вот эти коэффициенты Минэкономразвития, официальные. Либо аналоги. Смотрите, вот я такой же, да, вот я Мытищи, а такой же похожий Красногорск. Вот я такой похожий, давайте у него возьму там эту модель. И еще вот несколько таких видов в тарифах было. Ну, начались разговоры о том, что это мало. Это понятно, что это всегда мало, да, чего? Ну, мало и мало. Хотя люди, которые работают в реальных системах, говорили нам, рассказывали, показывали документы, что в принципе, если потери невелики, если они не 30, 40, 50%, такого тоже, конечно, уже нет, 30 еще есть в нескольких небольших городах. Но если они в пределах 5, 7, 8, то в принципе тарифа хватает. Я понимаю, что сейчас эта фраза вызовет бурную реакцию, да? Особенно мы сейчас начинаем говорить об экономически обоснованных тарифах. Это такая вообще отдельная песня. Ни один десяток диссертаций где-нибудь в каких-нибудь высших школах экономики защищены на эту тему. А вот и ныне там. Трубы рвутся, аварии есть, ну и там, в общем, беда. И вот вдруг в каких-то кабинетах злые языки поговаривают, что на салфетке записанный рассказ зарубежного какого-то эксперта после 4-й бутылки Хеннесси. А вот у нас большие сети, а что делают на Западе? А на Западе вот маленькая котельная стоит сбоку города, она называется альтернативная. И вот как бы на ее основе можно сделать тариф, поставить, который бы показал, слушайте, да вы заройте вашу систему теплоснабжения, вот взорвите сети, все, давайте питать все заново вот от той котельной, которая стоит сбоку города. Гипотетической, мифической, виртуальной. Сколько это будет стоить? И эта планка и есть планка вот этого вот удивительно элегантного, если не воспользоваться другими, значит, просторечиями русского языка, механизма под названием альтернативная виртуальная котельная. Был разработан считалка некая, записываешь в нее, там Воронеж, топливо такое-то, климат такой-то, грунт такой-то, трубы стоят столько-то, котел стоит столько-то, рабочий стоит столько-то, и тебе, значит, вылезает стоимость от этой планки. Оттуда выскакивает тариф. Оттуда выскакивает тариф, он всегда больше, чем тот тариф, который там есть, как правило, потому что, значит, ну, потому что она новая, да, там и так далее. А там старая, она же, они все стараются же люди держать тариф, потому что понимают, что нельзя его поднять, не то, что там в 2. Начнешь поднимать, и люди же будут задавать вопрос, мало того, что мы в Климовске, значит, сожгли всю мебель, да, в январе, а еще вот и тариф еще значит, заподняли. Ну, Климовск поговаривают, что наладили все, и глава района там провел много времени, ну, и, как говорится, поживем увидим. Итак, возникла весна покажет, кто где как работает. Да.
Да. То есть альтернативная котельная – это нечто виртуальное, чего в природе не существует. Мы считаем, что у города появилась новая котельная за городской чертой, есть какие-то параметры, которые в нее вгоняешь, и там счетчик выплевывает тебе тариф. Да, сбоку. Ну, как бы не за, но сбоку города. Ну да, она вот стоит сбоку, потому что места-то нет, на самом деле, в городе, да. Ну и такой замечательный механизм был, значит, вдвинут в широкие массы регионов. И аналитический центр, в котором я тогда работал при правительстве Российской Федерации, вообще этой программой занимался, модернизацией теплоснабжения, собирал достаточно много предложений. И я уже об этом говорил, да. Он провел исследование такое, экспресс-исследование регионов. Регионы, скажите, пожалуйста, вот есть такой замечательный механизм, хотите его освоить? Регионы ответили, механизм замечательный, просто он вообще настолько замечательный, что мы его, вот, ну просто он замечательный. И вообще, конечно, он нормальный механизм, да, наверное, он хороший. Хотим ли мы его освоить? Ну, возможно, хотим, но только после того, как все освоят все остальные регионы. Таких ответов было, как вы понимаете, да, в общем, значительное большинство. Из 78 78. Да, значит, ну, ряд других маленьких сначала это вот начали делать в основном восточные компании в маленьких городах, там вот начали пробовать такого рода механизмы. И, собственно, для чего? А для чего вам это нужно? А это даст нам возможности больше вкладывать деньги в модернизацию. Был такой единый ответ. И вот снизится аварийность, повысится надежность. И вообще все будет здорово. Как повысилась надежность, мы хорошо видим на примере Новосибирска, который перешел на альткотельную, где порвалось, значит, в эту зиму 2 магистралки, да. Пусть на меня СГК не обижается, ну, что-то же можно сказать на эту тему. Маленькие города еще есть, Ульяновск сейчас, ну, разные города входят в эту модель, а некоторые города уже не знают, как выйти назад, потому что вот механизма выйти взад, оно не предусмотрено. Но здесь я хотел бы сказать несколько слов в адрес Министерства энергетики, которое взялось с непонятным рвением отстаивать эту бизнес-модель. Ну, казалось бы, вы же Министерство энергетики Российской Федерации, это же все-таки государственный, прости за выражение, орган, да, который должен отстаивать интересы государства, развитие систем государственных. А тут как бы бизнес вот вам это принес, и вы, значит, это дело подхватили, да? То есть давайте еще раз. Вот эта модель альтернативной котельной позволяет рассчитать некий тариф, которого должно хватать на все и сразу. На модернизацию, перекладку теплосетей, замену котлов, насосов и так далее, и так далее. И в связи с этим тарифы когда-нибудь потом обязательно снизятся. Наверное, может быть. Да, наверное, может быть. Да, действительно так и есть, и в ряде случаев это поднятие высокое, поэтому там, значит, Татарстан не спешит с таким переходом. И все крупные теплоснабжающие компании, крупные поставщики тепловой энергии, они к этому отнеслись настороженно, потому что как бы это не их вот, значит, это самое. Наверное, с таким подходом можно было бы что-то говорить о маленьких городах, потому что сам он как бы носит на себя отпечаток такого западного подхода, где системы теплоснабжения, прости господи, маленькие все, да, создавались они идя от домов и домовых котельных. Они все создавались так, даже знаменитые там финские, датские и так далее. Ну датские, ну что такое датские? Там в Дании несколько сотен ТЭЦ. Ну так ТЭЦ там называется 10-киловаттная станция, как 15-киловаттная станция, да? Ну, которая у нас не то, что ТЭЦ называть нельзя, у нас же просто это будет смешно звучать среди энергетиков. Все же мощности ТЭЦ начинаются с десятка мегаватт, серьезные. А тут вот там шло все, из маленького собиралось в средние собиралась система теплоснабжения, значит, Хельсинки, Стокгольма. Ну, Осло совсем небольшой город, и там другая картина, значит, Копенгагена. Вот. Берлин по-другому. Берлин сразу строился на системах. И, кстати, очень интересно. Холодный Берлин и теплый Мюнхен. Или там теплый Штутгарт, или теплый, значит, соответственно, крупные города, Гамбург, да, тоже. Вот это социализм или разница? Да нет, это просто так климат сложился. И централизованная система Берлина сейчас чувствует себя прекрасно. Прекрасно, идеально работают ТЭЦ, берлинский ТЭЦ МИТТЕ, вторая ТЭЦ, третья БиоТЭЦ. Они просто переложили трубы в ППУ-изоляцию, снизили температурный график немножко, потому что ППУ держит там в то время 90-105 градусов. И все работает шикарно, вообще отлично все работает. Очень рады они, потому что это углеродный след снижает, этот самый тоже большое счастье, да, нужно поклониться этому богу.
Вот, поэтому все работает. А там маленькие собирались в средние, а у нас изначально было большое. И сейчас отдельный разговор, насколько оно было большое и эффективно, и сейчас как с этим быть. Но факт тот, что логика другая, идеология другая. И разве можно опираться на вот какой-то странный, да, источник, ну, который вот то ли будет построен, то ли нет, то ли найдется под него топливо, да, и как все это будет, это все довольно такой механизм, вот такой занятный. То есть это люди предвосхитили появление искусственного интеллекта. У нас искусственная котельная, Да, которая вот, как бы вот есть, будет а там, ее вот, как бы нет. Да, еще там. Ну, на самом деле нам обидно довольно сильно сообществу инженеров и в то время, потому что вместе с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, вот ровно 10 лет назад, мы собрали, я уже говорил, да, порядка 70-80 предложений вот в рамках вот того, что делать. Каким образом модернизировать систему теплоснабжения в целом. И от бизнеса, и от экспертов, и со стороны государства, со стороны общественных организаций и так далее, и так далее, и так далее. Значит, профессиональных сообществ, государственных органов. И очень интересно, что вот они распределились на 4 группы эти. Да, 2/3 этого были ядром согласия. То есть можно было брать. Что мы сделали? Взяли, упаковали и отправили, соответственно, в Министерство энергетики. Сейчас я у себя дома нашел в залежах, хоть и там с 50-40 страничек. Сейчас будем восстанавливать. Но факт тот, что вот 2/3 были ядром согласия, и ничего из этого не было взято на вооружение практически, а вот взята была только вот эта вот модель, которую надо было срочно пришурупить к модели электрической, которая тоже показала себе большую гигантскую эффективность в этой связи. Какие 4 группы? Первая группа – это прозрачность, балансы, то есть наведение порядка. Да? То есть мы до сих пор не знаем ни общего количества тепла, которое потребляют здания, значит, в целом, которое идет, удельные показатели, даже схемы теплоснабжения, которые за эти годы были сделаны, ну, 2/3 таких сделаны, скажем так, не слишком ответственно. Мы не знаем удельных показателей. Нам до сих пор говорят, что мы потребляем много тепла, значит, слишком, это, а вот тариф большой. Вот, многоуважаемые друзья, многоуважаемые замечательные зрители. Если мы берем с вами обычный тариф московский, ну, средней полосы, да, тариф 2200, 2300, 2400 рублей за гигакалорию, то двушка в нашем климате должна платить за отопление 1100 рублей в месяц. Посмотрите на свои платежки и вот оцените, каково. Это просто очень считается, да, 7 гигакалорий. 1000 кубов вырабатывает примерно 7,5 гигакалорий. Вот из них одну мы теряем, 6 гигакалорий идут в квартиру, отапливают примерно 55-метровую квартиру. Вот хватает этого, соответственно, таким образом. 1100. И сейчас, когда вот те дома, которые хорошо утеплены, работает, соответственно, ИТП хорошо, и эти цифры действительно таковы, а регулирование позволяет снижать еще меньше. То есть на самом деле получается, что вот все работает система. Но ну, как бы вот эта вот штука, альтернативная котельная, здесь совершенно ни при чем. Хорошо. Еще один вопрос, который вот тоже просто для понимания. У нас про подготовку к отопительному зимнему сезону традиционно первым начинает отчитываться Министерство энергетики. Насколько я понимаю, вот по всему происходящему, Министерство энергетики отвечает за подачу тепла в том случае, если на объекте генерации вырабатывается электрическая энергия. Есть электроэнергия, есть Министерство энергетики. Если это просто котельная, где нет турбины и никакие роторы со статорами не крутятся друг вокруг друга, нет Министерства энергетики. Правильно понимаю? Ну да, так это было и в советское время так было. Да, было Министерство ЖКХ, которое отвечало в основном за тепло, за отопление, котельные и так далее были. Да, было Министерство энергетики, которое строило ТЭЦ, которое давало тоже второй продукт тепло. Никто тогда сильно не переживал. Да, были, конечно, тогда ведомственные терки взаимодействия такого характера, да, которые было связано с тем, что два продукта действительно там. Но поскольку котел был общий, да, то все сходилось, и главное, что эта разница, этот эффект, он был, он существовал, и на него можно было развивать город. Сейчас этот эффект тоже есть, да, он есть, только он у частной компании, которая собирается с ним поделиться или нет, это большой вопрос. Это большой вопрос. Ну, то есть просто для понимания, когда вы слышите, что руководители Министерства энергетики отчитываются о подготовке к отопительному сезону, паспорта готовности, вот это все, это касается электростанций, теплоэлектростанций, комбинированных электростанций, их по-разному называют. Наши городские котельные, которые не вырабатывают электроэнергию, к Министерству энергетики никакого отношения не имеют. И от того, что Министерство энергетики отчиталось, что их предприятие, за которое оно отвечает,
к зиме готовы, это не значит, что готов город. Конечно. Все остальное у нас находится Конечно. в ведомстве, под контролем должно находиться департамент ЖКХ Министерства строительства, штатное расписание, 35 человек, которых, конечно же, вполне хватает на нашу небольшую страну. Легко. Ну, тут и в целом, конечно, Борис, теплоснабжением, и у них там занимаются в Министерстве ЖКХ 2 человека, да, в Минэнерго 2,5 человека, да, значит, в аппарате правительства тоже 1,5-2 человека. Понятно, а ведь это отрасль, которая, на секундочку, потребляет, ну, там, значит, по разным оценкам, до 200 миллионов тонн условного топлива, какую-нибудь там 4-5 часть. И это отрасль, без которой мы не то чтобы там, значит, там переживать, жить, замерзать, да мы выжить не сможем. 80% городов не смогут. Ну, там, не беря Сочи, там, да, Краснодар и там, и Анапу. Но это же отрасль жизненная, поэтому вообще такое невнимание к ней, оно, конечно, удивляет. Но это понятно было, оно было понятно, когда команда Геростратов пришла в РАО его разрушать, их интересовала только электрическая энергия, а тепло они вообще даже не слышали, и поэтому, собственно говоря, инженеры забеспокоились и провели закон о теплоснабжении, который хоть как-то заставил эту отрасль, ну, как-то обрисовать и, значит, здесь с ней вот, значит, что-то там действовать дальше. Может быть, я ошибаюсь, но обрисованности на самом деле никакой нет, потому что наши котельные, которые работают в разных городах, поселках и так далее, они есть муниципальные, есть областные, есть частные, есть находящиеся в концессиях. Государственной информационной системы нет. Ну, есть какие-то попытки навести здесь порядок, делается государственный доклад о теплоснабжении, вот уже 5 лет, как раз закон о теплоснабжении велел делать государственный доклад, вот, чтобы собиралась статистика. Но он делался с многими ошибками, он собирает как раз долю сетей ведомственные, значит, частные, государственные, ГЧП, ЧГП, концессии. Вот он эти все доли собирает. Ну и что? Ну, собираются эти доли. А дальше что? Мы же видим, что по-прежнему средства идут не туда, в значительной степени, да? И это происходит. Поэтому-то люди и берут себе, строят альтернативные котельные. Люди проголосовали альтернативными котельными в домах. Это голосование состоялось, значит, вот, в Воронеже, наверное, под 100 котельных в новых микрорайонах. Значит, почему? Ну, потому что не договорились с сетью или там еще что-то. Почему не договорились с сетью? Ну, это отдельный разговор. Отдельный разговор. И в Москве есть такие случаи. Серп и молот снесли, на его месте воздвигли ЖК-символ, символ архитектурного раздолбайства, значит, безвкусицы, алчности и совершенно абсолютно нарушения нормативов там с маленьким зеленым парком размером в 150 метров. Это считается великим достижением. И там котельная в городе, где до ТЭЦ-11, наверное, всего 1 километр, 1,5, на которой есть гигантский запас тепловой энергии. Да и вообще в этой зоне есть гигантский запас тепловой энергии. Это почти центр города. Какая котельная? Кто разрешил? Кто мог это позволить разрешить? Схема теплоснабжения говорит, что, значит, разработчики нам не сообщили, мы как бы не знаем. А как это было построено? А кто разрешил строительство? Кто разрешил строительство? Кто подвел газ на какие? Как это вообще было согласовано? И хочется задать вопрос Сергею Кузнецову. А вот по-прежнему такие фортеля, которые выкидывают, значит, ваши частные горе-девелоперы с такого рода, значит, энергетическими развлечениями, которые ломают структуру, инженерную логику развития города, вы как-то это смотрите? Вы сейчас внимательно смотрите с мэром, да, все новые проекты, все это самое. А может быть, энергетику там тоже давайте как-то тут подключим, посмотрим. И ведь окажется, что картина-то совершенно иная, чем там все нам рисуется красиво с этими миллионами квадратных метров, построенными с дикими нарушениями строительных норм и правил, в том числе по теплозащите. И это еще аукнется нам всем в следующих зимах. Ну, это вот первый вопрос. Я понимаю как бы логику действий Министерства строительства и его департамента ЖКХ. Если нас 35 человек, мы должны отвечать за всю Россию, мы будем делать все возможное, чтобы ответственность перевесить на города. И это логично, потому что городские власти отвечают за жизнь своего города. А мы все равно это не охватим. Да, но это и записано в законе, Борис Леонидович. В законе записано, что федерация делает правила, методики, значит, принимает законы, постановления, значит, вот, вводит альтернативную котельную, которая, кстати, тоже понимали, что она тоже момент, на котором нужно остановиться еще. Ведь постановление правительства ее хотели ввести, оно уже было написано. Но потом поняли, что на постановление правительства все
значит, болт железный там такой, значит, произведут операцию с ним, да, то есть понятно, что это С большой резьбой. умудрились ввести в закон. И комитет по энергетике, Павел Николаевич Завальный во главе, он, значит, сделал вид, что там, значит, вот думает, что-то смотрит, и как вы могли пропустить эту мерзость? Как вы, Павел Николаевич Завальный, могли пропустить эту мерзость, а сейчас вы говорите, что у нас какие-то проблемы с надежностью, или вы уже не говорите? Он уже не говорит, уже в другой должности. Значит, поэтому вот таким образом. И вот, соответственно, хорошо хоть по дороге убрали две вещи. Первую, обязательность, на секундочку, была обязательность. Альткотельной. И вторая, значит, там вот механизм, там, значит, механизм мэр просит, обращается, значит, к губернатору, губернатор просит, значит, правительство, оно принимает решение. Хоть какая-то есть такая штука, но взад-то не выйти, взад-то не вернуться, во-первых, там. То есть эти две вещи, слава богу, убрали. Большой низкий поклон, да, комитет по энергетике, да. А можно спросить, если это какой-то такой механизм, так зачем вы его, уважаемое Министерство энергетики, аппарат правительства, зачем он у вас остается показателем в энергетической стратегии? Что демонстрирует нам стратегического количества регионов, которые не переведены на систему альтернативной? Разве может это быть стратегическим показателем? Ну, одумайтесь, пожалуйста. Сергей Евгеньевич, вам подсунули новую стратегию, в которой осталось это как показатель стратегического развития теплоснабжения. Ну, давайте уберем, хотя бы отсюда уберем. Я не говорю об отмене, да? Это сейчас очень сложно сделать теперь назад. Спросите-ка регионы, только не компании, а мэров спросите, заммэров по ЖКХ, что с надежностью, с аварийностью в этих регионах, где якобы увеличилось финансирование, да? Надо посмотреть и сделать такой. А такой анализ не хочет аналитический или центр взять на себя ответственность, взять еще раз и провести такую работу. Это же ведь на секундочку, ну самое главное, что людей интересует. А будет ли у меня тепло в квартире? Сейчас пол Московской области с определенным, не скажу страхом, да, но с определенными тревогами ждут похолодания и так далее. А государство может сделать такой анализ, чтобы понять, где красные точки, где вот есть такое напряжение. И только вот рейтинг мы можем сделать теплоснабжающей организации регионов по каким-нибудь мифическим показателям. KPI. Ну так, да. Картина видна. Схемы есть, схемы делаются, конечно, определенным образом. Тут Министерство энергетики, слава богу, 40 городов проверяет, но даже за пределами этих 40 городов уже там начинается, да, значит, картина, которая там совсем по-другому уже видно. Но можно навести такой хотя бы мониторинг, попытаться сделать, мы начали его делать внутри профессионального сообщества, чтобы понимать хотя бы картину, где рванет в первую очередь, чтобы, соответственно, привлечь средства фонда развития территории на различного рода реновационные мероприятия. А они вполне себе дают эффект. И когда баланс состыковывается и приводится все в порядок, тогда все, потихонечку бизнес налаживается и выясняется, что тарифа хватает. Ну, хорошо. Вот сейчас одно из самых модных поветрий в связи с тем, что у нас есть Парижское соглашение, которое основано на Киотском протоколе, мы рассказываем о том, насколько у нас низкоуглеродный баланс. И вообще картина благостная. Если говорить не об установленной мощности, а о выработке, порядка 20% атомной электростанции, 20% гидроэлектростанции. Они местами зеленые, не все, правда, но это отдельная тема. Оставшиеся 60%, ну, правда, велик с каждым годом все больше, все значительнее становится вклад солнечной ветряной генерации. В этом году ожидается, что... Полтора? Нет, полтора. В этом году ожидается, что удастся взять 1%, 1,8% будет. Все оставшееся – это тепловая генерация. Там есть еще прочие геотермальные электростанции, их мало, но про них тоже помнят. Все остальное – это тепловая генерация, при этом на долю угольной электростанции приходится 12%. Газ низкоуглеродный, мы молодцы. Поскольку нет данных о том, сколько у нас котельных, их просто нет. То есть так, самый детский вопрос, сколько в России котельных? Тысяч примерно 100. Ну, а может меньше, ну, так, плюс-минус. То есть у нас ни в Министерстве энергетики нет государственной информационной системы по этому поводу, ни уж тем более в Министерстве строительства. KPI Министерства строительства – это километры дорог и квадратные метры жилья, а там этот департамент какой-то, ну, вообще не для него.
Если мы не знаем, сколько у нас котельных, если мы не знаем, на чем они у нас работают, то о каком зеленом балансе, низкоуглеродном балансе идет речь. Единственное место, я долго-долго искал, такой первый детский вопрос, сколько у нас котельных? Вот, угольных, дизельных, мазутных, вот, сколько? Сколько? Ответа нет. 1100 примерно. Ну, наверное. 96 или 92. Да, потому что у нас есть котельная подведомственная городу, находящаяся в частном. военным. РЖД, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, удаленные поликлиники, больницы и так далее. Министерство просвещения, сельские школы, Министерство спорта, потому что есть пансионаты, всевозможная оздоровительная база и так далее, и так далее. То есть вот это все вместе никто никогда не считал, как выясняется. Единственное место, где есть хоть какая-то информация, а я по советским временам к старой истине привык, что в России 2/3 первичных энергетических ресурсов используются для получения тепловой генерации. 1/3 электрической генерации. Вот такое у нас место. Здесь мы живем последние несколько тысяч лет, если кто забыл. На всякий случай, потому что, может, там какие-то альтернативные котельные тоже. Единственное место, где удалось найти хоть какие-то данные, у нас есть такой российско-китайский энергетический бизнес-форум. У них есть сайт, и в 2021 году они потрудились, видимо, в надежде, что придет сферический китайский инвестор в вакууме и все сделает красиво, собрали данные в том числе и по тепловой генерации. Вот по их данным на 2021 год 576 миллионов гигакалорий тепла вырабатывалось на электростанциях, на теплоэлектростанциях, 857 котельная. То есть как бы очевидно, что вот здесь у нас что-то горит. Котельная – это там, где что-то горит в топке. Что горит? Уголь, мазут, дизельное топливо, еще что-то у нас. Опилки. Опилки, в общем, дрова. Все, что угодно может идти в ход. Вот этих данных просто нет. Поэтому, когда люди, которые готовят аналитические записки нашим руководители потом выходят и говорят о нашем низкоуглеродном балансе, давайте вы замените слово энергетический баланс на слово электроэнергетический. Тогда вы будете говорить правду. А сейчас вы говорите... Тут есть, Борис, хочу сказать, в развитии этого тезиса, значит, все-таки вот в этом государственном докладе о состоянии систем теплоснабжения, централизованного теплоснабжения, которым с 1,5 миллиарда примерно гигакалорий потребляется. Естественно, это не все, потому что есть еще децентрализованные, где еще, скорее всего. То есть мы потребляем триллион, то есть, грубо говоря, миллиард мегаватт-часов и, собственно говоря, 2 миллиарда то же самое мегаватт-часов только в тепле. Так, если такими кривыми цифрами пользоваться. Да? 1,5 миллиона гигакалорий. Примерно это пополам всегда считал 750 котельный, 750 ТЭЦ. Видите, вот вы говорите, что, оказывается, по ТЭЦ меньше, а по котельным больше. То есть пропорции сейчас да, потому что ТЭЦ с рынка выдавливаются, и это самая главная беда, о которой мы, энергетическое сообщество очень сильно переживает, потому что ТЭЦ это инструмент повышения эффективности, надежности достаточно, да, и когда с него, его доля уменьшается, растет доля котельных, это всегда, как правило, это всегда не очень здорово с точки зрения и расходов топлива и всего остального. Если нет данных о том, какие у нас котельные работают, у нас да, не может быть никаких вариантов с решением, где брать ресурс. Каждый есть город все-таки, база данных, которую делала, соответственно, так называемые региональные энергетические комиссии, которые перешли в службу по тарифам ФСТ, но были региональные отделения, региональной службы по тарифам. Вот они после второго окрика президента, они собрали эту базу данных, по котельным, которые поставляли тепло либо населению, либо бюджетной сфере. Вот по этим котельным более-менее порядок какой-то более-менее есть. Но, насколько я знаю, этими данными... То есть потом, когда эта структура влилась в замечательную такую антимонопольную монополию, большую, солидную, высокоэффективную, то все, с этими данными, по-моему, даже в госдоклад они теперь не попадают. А там все как раз структура тарифов по всем этим котельным есть. Но, во-первых, есть еще масса других ведомственных котельных, которыми никто не занимается. И ведь, кстати сказать, такая тоже забавная, когда вносили проект при изменении по альтернативной котельной в закон о теплоснабжении, там тариф на пар отпустили. Так вот, взяли и отпустили.
То есть сказали, а теперь вот он, ну, было там 3000 рублей, допустим, за гигакалорию, то в тонне немножко попробовано, 2 гигакалории это 2 тонны примерно, да, то вот они отпустили, а теперь вот предприятия, и тут же все подняли цены, задрали в 2,5 раза. А что делать предприятию в этой связи, когда вдруг с такого сиюминутного решения цена может быть задрана какая хочешь? А как регулировать? Ну так вы же бизнес, вы же договариваетесь, сказали они всем. Кто они? Ну, законодатель принял решение это, да? Вот теперь договаривайтесь. А как договариваться, если только этот ТЭЦ в этой зоне и больше ничего? Как я буду с ней договариваться? С кем я буду договариваться? Поэтому полетели еще раз. Еще раз полетели так называемая распределенная генерация. То есть свои котельные на предприятиях моментально полетели еще раз. Потому что спасибо большое. Низкий поклон, если в 4 раза выросла цена, кто будет покупать такой пар? И сразу убытки полезли по этому ресурсу, естественно, тоже. Все очень целостно, все очень связано, но и вот эта межведомственная разобщенность, которая очень сильно, как раз вот такие системные вещи, системные законы, системные механизмы, которые государство себе видит в этой связи, в частности, 2 примера хороших: энергосбережение и теплоснабжение. Это междисциплинарные вещи. И, во-первых, нет строго ведомства, которое бы за это отвечало. И потом вот этот раздрай, он, конечно, сильно мешает. И здесь должна быть механизм, ну, такой, сейчас уже напрашивается механизм, подобный штабу СВО, потому что как по-другому? Собрать данные и как бы командовать единой системой, сложной, распределенной, весьма ответственной, не побоюсь этого слова, а вот совсем не менее простом, чем, скажем так, ракетно-космическая система, по большому счету. Потому что только представить себе, да, ТЭЦ, оборудование, значит, идет в город, гигантская система по дороге, трубы, большие трубы магистральные, средние трубы, камеры, подкачивающие станции, приходят на уровень камеры, ИТП. приходят на уровень дома ЦТП, центральный тепловой пункт на 5 домов, 10-20, либо индивидуальный тепловой пункт, загляните в подвал, у кого есть ИТП, или там легко набрать фото ИТП, там, значит, выяснится, что там извиваются трубы, 4-5 насосов, теплообменники, все смарт, и все это вот техника. Потом приходит домой, где дома тоже еще регулирование и так далее. Вот представьте себе такую систему по всем нашим миллиардам квадратных метров недвижимости, которые существуют. Жилой, общественный, нежилой и так далее. Добавьте туда экономию на зарплате. Сложность невероятная, да. Сложность системы невероятная. Так возникает простое решение, которому губернаторы, многие мэры поддавались в 90-е, нулевые годы. Порежем все, давайте порежем все. И вот свои котельные в каждом доме. Давайте, и все остальное давайте порежем. Вот снабжение порежем, будет своя скважина у каждого дома. Канализацию порежем, будет своя выгребная яма у своего дома. Да нормально все будет, зато как бы все понятнее, все простенько. Вот оно все тут рядышком, все, да, лопатой туда, это сюда, ведро взял, туда выкинул. Мы же не понимаем, что какая система работает. Взять ту же Москву, на секундочку. Вообще это 40 тысяч километров все трубы Москвы. Так вот, это примерно экватор, даже чуть больше. Как-то мы задались целью посчитать. Вот нас возит метро, оно потребляет в год примерно 1,9 миллиарда киловатт-часов. Перевозит 7 миллионов ежедневно. Здорово. А вот вода под землей, вода холодная нам, попили в канализацию. Вода горячая нам, ручки помыли в канализацию. Отопление пришло, погрело нас. Вот это вот все гоняется под водой, подземное метро. МАЭКО, нашей энергетической компании, и Мосводоканала вместе, друзья мои, оно потребляет больше, чем московское метро. И там больше катается воды, чем людей катается, значит, в вагонах метро. Примерно в 4-8 раз. В 4 летом, в 8 зимой. Это сложная система? Так давайте к ней относиться с уважением как к сложной системе, потому что низкий поклон, как бы, да, значит, транспорту московского метро, который ходит как часы, действительно ввели достижение невероятное. Такое же достижение можно совершить и в области энергетики города. После первого прорыва сейчас, да, который был, второй следующий прорыв сделать, и это было бы, ну, как бы нашим подарком потомкам. О, Борис Ильич, как вы видите, видите, на какой? Ну, у нас, по-моему, все новое, это хорошо забытое старое. Вот смотрите, может быть, я что-то не понимаю, я не самый глубокий профессионал. Вот есть система генерации тепла, раздачи конечным потребителям. Это та часть, без которой город не живет. У нас, по-моему, единственный крупный чиновник, руководитель Республики Якутия на Восточном форуме позволил себе вот прямо с трибуны вот так вот проблемы с подачей энергии в Якутии. Это не вопрос здоровья, это вопрос жизни и смерти. Так,
У нас, на всякий случай, напомню, половина территории страны – вечная мерзлота. И вопрос не подачи в изолированные районы электрической или тепловой энергии на Чукотке, на Камчатке, в Арктике, на севере Красноярского края, в той же Якутии, в Магаданской области – это не вопрос уровня жизни. Это либо жизнь, либо не жизнь. Все очень просто. С той системой зарплат, которая у нас есть, это и текучесть кадров, это отношение ко всему оборудованию, все это мы видим. Что еще нужно, чтобы город жил? Водообеспечение. Правильно я понимаю? Вот без этого как-то у нас тоже не получится. Вода нужна холодная, горячая, грязную воду надо куда-то забирать, очищать и так далее. Плюс уборка мусора всевозможного, мы его много производим, у нас мусорная реформа в полный рост идет, мы там что-то должны сортировать, у нас надписи на мусорных баках появились, больше, правда, ничего не появилось, но надписи есть, я видел. Ну и немножечко тариф подняли. Вот это все, насколько я понимаю, во времена исторического материализма входило в систему ЖКХ. А сейчас это у нас совершенно отдельное ведомство. Да, и разный бизнес. Разные ведомства, разный бизнес. А какова цель? Вот Министерство ЖКХ в советские времена, его задача была добиться числа 0. На выработке и раздаче тепла зарабатываем, на водоподготовке, на утилизации деньги тратим, если вышли на 0, мы молодцы. Вот там работало так, вот так, триединый такой механизм, задача которого была добиться 0. При совершенно обязательных амортизационных отчислениях 3% были, это точно помню, эти 3% уходили на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии все наши трубопроводы, у нас их много, с водой, с теплом, с горячей водой, с канализацией, вот это все туда уходило. Сейчас мы это раздробили. После череды аварий, которые в прошлый отопительный сезон были, экспертное сообщество не то что говорило, кричало и ногами по столу, и руками по двери, и ничего угодно, давайте восстанавливать систему ЖКХ, иначе дорога в никуда, дорога в пропасть. Все это было отметено. Появилось сообщение о том, что до 30-го года сколько-то там триллионов будут инвестированы. Я до сих пор не могу понять, куда. Вот куда мы собираемся инвестировать эти деньги? В муниципальные котельные, в областные котельные, в частные котельные, городские деньги инвестировать. Вот кто-нибудь пытался, хоть как-то там технический аудит провести, разобраться с собственностью? Может быть, мы с вами любим ругать эффективных частных собственников, а может, там человек с совестью, он действительно вкладывал деньги в то, чтобы котлы были свежие, чтобы трубы поменять. Да, такие случаи тоже есть, конечно. И такие случаи есть, они немало, это не один, не два, а десятки таких случаев тоже есть. Безусловно. Да. Но ведь прежде чем что-то инвестировать, то есть каким-то образом модернизировать действующую систему, действующий механизм, надо сначала посмотреть, в каком он виде сейчас. Борис Ильич, конечно, это отдельная тема. Серьезная тема, можно действительно к ней еще раз вернуться, потому что действительно сейчас, в общем-то, ведомства заинтересованы в предложениях, которые вот ситуацию будут менять. Да, но они все-таки в плену по-прежнему, вот мы примем это постановление, и у нас сразу там, инвестиции потекут, и трубы наладятся, и, трубы потекут, я понимаю. Потекут, да. И все это наладится. Но непростых решений, к сожалению, нет. Решения каждый раз разнообразные. В том-то все и дело, что страна настолько велика, и разнообразие систем настолько велико, что не работают механизмы ни каких-то пилотных, ни каких-то образцов, ни каких-то шкал этих, ни рейтингов, ничего не работает. Вот каждый раз решение чуть-чуть иное. И чтобы его найти, нужно, чтобы 2-3 инженера посидели примерно неделю с микроаудитом и это почесали в голове, но при этом они знали, что они за это получат какую-то маленькую зарплату за выявление этого. Это должны были сделать схемы тепла и водоснабжения. Но если они сделаны плохо, то понятно, что они сделаны плохо. И там нету хорошего диагноза выявления проблем. Это сейчас критическое звено. И оно, к сожалению, каждый январь-февраль, декабрь, январь-февраль у нас проявляется соответствующим образом, куда потом идут соответствующие средства. Система мониторинга пока, увы, не налажена, но ее надо налаживать, безусловно. И это целая система, целый комплекс мер, который наверное, то, что мы предлагали 10 лет, она как раз включала в себя методики наведения порядка,
прозрачность. И четвертая часть, самая последняя, 20%, это было про деньги, это было про тарифы. И значит, вот правительство взяло эту несчастные 20%, остальное все выбросило, из них взяло 5% и выдало это как за панацею решения этих проблем. Ну вот мы посмотрели, прошло 10 лет, теперь итоги достаточно ясные. Не будем злорадствовать? Нет, не надо, не в этом разговор. Разговор, как двигаться дальше. Дальше надо двигаться, наведя порядок и поняв картину, и, соответственно, привлекая достаточно большое число людей, специалистов, которые есть в регионах тоже в том числе. Но просто не надо на КПМГ тратить, на Эрнст & Янг опять миллионами и прочее, и на перекрашенные эти фирмы надо тратить. Создайте центры. Регионы вполне себе могут создать центры энергосбережения достаточно мощные, включив структуру, которая существует, там региональный центр, взяв филиал РЭА и взяв вузовских преподавателей, которые, собственно говоря, технических профильных специальностей. Вот эти три собрать воедино, поставить задачу, снабдить элементарным финансированием хотя бы на аудит, и уже через год будет уже, собственно говоря, хотя бы картина появится. Будет уже картина, будет уже ясна. Слабее эта структура лета, они сработаются. Как только будет поставлена задача работы в городе, наведения порядка, выявления резервов, да, и потенциала повышения эффективности, потому что здесь работает все. Энергосбережение, рост города, потому что он выявляет, новые мощности возникают за счет энергосбережения, надежность, кстати, климатическая адаптация, потому что самая главная система климатической адаптации наша в России – это теплоснабжение. Ну, есть еще волшебное слово «топливный баланс», но я думаю, что если мы еще про него вспомним, ну да, кстати говоря, все регионы сделали топливный баланс, это тоже надо все поднять. И программа энергосбережения есть региональные. Все это поднять и энергоэффективность зданий, на самом деле, тем много. И у меня вот, что немножко досадно, те передачи, которые у нас посвящены вот проблемам России, их смотрят мало. Интереснее, я уже говорил, у нас вот посоветуемся и решим, чтобы нас лучше смотрели. Вот у нас сзади есть экран, мы на него будем вывешивать Шольца с турбиной и с Урсулой фон дер Ляйен, и у нас тогда зрителей станет больше. То есть заинтересовать Россию тем, что происходит в России, очень тяжело. Не знаю, по каким причинам, но факт остается фактом. Вот полгода, пока у нас на улице тепло, никаких проблем не наблюдается, никто не мерзнет, вообще не касается темы. Как только начинается отопительный сезон, к нам начинают присматриваться. Ну, это такая наша боль, вот как заинтересовать Россию тем, что нам нужно в своей стране навести хоть какой-то маломальский порядок. У нас есть инициативы, которых много, у нас много думающих людей. У нас 2 года назад создан Зольный союз. Сам по себе, без инициативы со стороны правительства, инициатором выступила Росгидро. Название как бы подразумевает, что компания занимается гидроэлектростанциями, но у нее аккуратно перевесили ответственность за угольные и газовые электростанции на всем Дальнем Востоке. Вот по их подсчетам у нас золоотвалов не там, где идет добыча угля, а там, где идет его сжигание в самом разном виде, теплоэлектростанции, котельные и так далее, накопилось порядка 1 миллиарда тонн. Это больше Эвереста или нет? Это больше десятка Эверестов. Вот, хорошо бы в Эверестах посчитать, тогда было бы понятно, да, что 6 Эверестов можно на дороге пустить, 8 на, значит, Пемзу там для чего-то. Ну, то есть вот какие-то необычные вещи, о которых... Джамалунгом их еще можно считать, да. Вот правительство не инициирует, идет какие-то инициативы снизу. Может быть, вот все, о чем мы с вами пытаемся размышлять, о том, как бы нам систему ЖКХ вернуть в Министерство ЖКХ. Ну, вот, к сожалению, попытки водоканал отдельно, мусор отдельно, теплоснабжение отдельно приводят к тому, что мы видим. У нас совершенно спокойным лицом ответственные деятели сообщают, ну, на 10% выросло количество аварий в отопительный сезон. Ну, это вполне в норме. Ну, не на 40 же. Ну, да. Всего на 10. Не, ну, я знаю места, конечно, более ужасные. Вот в прошлом году, когда шли у нас эти аварии в самых разных регионах, я вышел на приятелей в Беларуси и спросил, как у вас отопительный сезон. Они мне с ужасом сказали, что у них количество аварий увеличилось вдвое. За предыдущий сезон было 2, а в прошлом году 4. У них Министерство ЖКХ вообще никто не расформировал. Я у них долго спросил, а как, ну, спрашивал, несколько раз спрашивал, один и тот же вопрос задаю, как прошла приватизация котельных? А мне в трубку, что? Приватизация котельных. Что? Я говорю, что с вами происходит? Он говорит,
Слово приватизация понимаем, слово котельная понимаем, вместе не понимаем. Они как были в Министерстве ЖКХ, так и остались. Да, это часть ответа на вопрос, хватает ли тарифа. Ну, мне тоже кажется, потому что на самом деле, если бороться за повышение уровня жизни, методов известно всего два. Либо мы ежегодно стараемся увеличить заработные платы, вознаграждения, премии и так далее, либо мы пытаемся снизить расходы на то, что жизненно необходимо. На электроэнергию, на тепловую энергию, на тот самый водоканал. Советская власть, которая выпускала калоши, как известно, в больших количествах, она убедительно доказала, что да, в холодной стране планеты может быть самая дешевая электроэнергия. Тогда это получилось. Сейчас мы видим что-то другое. Мы любим слушать рассказы о том, как с каждым годом все хуже в Европе, растут тарифы на электроэнергию, на передачу электроэнергии и так далее, и так далее. И при этом стараемся не замечать того, что у нас каждые 2 года тарифы растут. Не снижаются, а растут. И мы считаем, что это совершенно нормально. Может быть, что-то не так. Ну, это тема, конечно, отдельного разговора, да. Я думаю, что спасибо большое за возможность поделиться нашими соображениями на эту тему, конечно, да. Здесь вот потребность в этом, в том, чтобы то, что было проработано, в том числе 5-10 лет назад, оно было теперь уже использовано дальше, все-таки существует, надо ее переводить на язык операциональных решений, понятных всем, чиновнику, бизнесу, и интегрировать и доказывать возможность новых решений. Они есть. Может быть, будем пробовать вернуться к совещаниям, к собраниям таким тихим нашего энергетического клуба подпольного. Мы нигде не зарегистрированы, но мы просто вот делимся тем, что в головах, то, что мы наблюдаем вокруг нас, и, может быть, будем пробовать еще раз выходить на обновленный состав правительства. Ну, может быть, да, наверное, так. Но перед этим будем рассказывать, с чем мы будем выходить. Спасибо. 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 Всего доброго. Всем всего доброго.